Каждый вечер может проходить по-разному, но каждый вечер может стать немного лучше, если мы изменим то, что делаем ежедневно. Всем привет, с вами Ксюша. Я сегодня в ночнушке, потому что тема видео — это вечера, а именно простые способы, которые позволяют сделать их прекраснее. Кстати, хочу вас попросить включить колокольчик внизу под видео, тогда вы будете узнавать о новых роликах самыми первыми. Во-первых, это, конечно же, позитивный настрой. Пусть ваш день был каким-то непонятным, сложным, у вас не получились какие-то дела полностью доделать, но все равно вечер — это тот самый шанс запомнить этот день. Вдохните, поблагодарите себя за день, несмотря на то, каким он был. Улыбнитесь и вспомните, что жизнь в ваших руках, и именно ваш настрой, ваше восприятие жизни и создает, можно сказать, картину вашей жизни в голове. То есть поэтому, если вы как-то негативно настроены на этот день, то смените фокус, начните замечать что-то позитивное, просто улыбнитесь и хорошо относитесь к этому миру, тогда мир будет хорошо относиться к вам. Далее это визуальная смена картинки, или, проще говоря, смена обстановки, знаете, просто куда-то выйти, куда-то прогуляться. Тем более сейчас на улице с каждым днем становится теплее, все начинает цвести, и мне просто хочется выходить на улицу, хочется менять обстановку, ходить в парки, куда-то ездить на набережную. Я замечаю, что даже когда мне очень лень, или кажется, что ну зачем идти, там у меня осталось буквально полчаса свободного времени, зачем выходить, но я замечаю, что в 100% случаев, когда я все-таки решаюсь выйти, это всегда идет мне на пользу. Моя голова будто очищается, мне приходят какие-то новые мысли, идеи, и знаете, даже небольшая надежда на то, что у меня все получится. Также я задумалась о велосипеде, и теперь на улице я замечаю только велосипедистов, знаете, людей пешком я уже не замечаю, поэтому, если вы знаете классную модель велосипеда, которая будет удобная и при этом не очень дорогая, потому что я планирую оставлять его на улице, и мало ли его кто-то украдет, чтобы не было так жалко. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы мне очень поможете. Следующий пункт далеко не на каждый день, но он очень иногда хорошо отвлекает от каких-то мыслей, забот, знаете, суету дней. И когда вам кажется, что у вас все валится из рук, вы не знаете, с чего начать, так вот, начинайте с уборки. Уборка для меня это что-то действительно волшебное, потому что когда ты убираешь пространство, то, конечно же, ты убираешься у себя в голове. Вы тоже писали, что уборка дает вам такой же эффект и результат. И, кстати говоря, сегодня я собираюсь мыть окна. Точнее говоря, уже, конечно же, вечер, но у меня прямо руки чешутся помыть наконец-то окна, потому что весна за окном, и хочется, чтобы солнышко пробивалось в окна и ничего ему не мешало. Хоть мы и планируем съезжать в ближайшее время, но даже несмотря на то, сколько дней мы еще проживем здесь, все-таки хочется жить в чистоте, уюте, потому что когда, если не сейчас? Далее, хоть и простой, но такой приятный пункт — это душ, расслабляющий вечерний душ или, может быть, ванна, потому что лично я раньше относилась к тем людям, которые обожали именно утренний душ. Вы знаете, чтобы взбодриться, перейти от сна к яркому дню, к бодрствованию. Но сейчас для меня куда ценнее именно вечернее время в душе, когда я могу смыть с себя все заботы, знаете, там все тревоги, переживания, расслабить мышцы, полностью разогреть тело, и после этого, например, пойти спать, либо заняться йогой. То есть мое тело полностью расслаблено, оно дышит, и вот таким чистым, дышащим телом очень приятно ложиться спать. После душа мой любимый ритуал — это сделать легкую, мягкую растяжку, либо йогу, но плюс таких упражнений в том, что ты как бы не потеешь, и поэтому после этого не нужно еще раз принимать душ. Поэтому именно на чистое тело очень приятно делать эти упражнения, потому что, не знаю, если вы ранее не пробовали принимать душ конкретно перед йогой, то попробуйте, и, возможно, вы тоже станете это делать постоянно. И в целом этому можно уделить там не 15-30 минут, а пусть будет даже 5 минут, но самое главное — это почувствовать гармонию со своим телом, почувствовать связь, почувствовать, что вы живые, что вы расслаблены и в некотором таком мягком, спокойном тонусе и готовы идти ко сну. А еще мое любимое упражнение, которые можно делать самостоятельно и совершенно в любом месте. Если у вас, например, усталость какая-то в спине, то просто встаете, да, и наклоняете ваш корпус вперед. Соответственно, у вас расслаблена сама висит голова, руки висят, вы можете слегка из стороны в сторону вот так пошататься, и затем позвонок за позвонком поднимаете свой позвоночник вверх.
сразу же в спине такое облегчение, легкость. Я это упражнение, наверное, делаю практически каждый день, потому что оно реально как-то снимает стресс и нагрузку с позвоночника. А еще у меня на канале есть видео как с мягкой растяжкой, так с йогой. Их, в принципе, можно делать вечером, утром или в любое время дня, поэтому попробуйте. И там, кстати говоря, упражнения подойдут даже для новичков. Затем, конечно же, очень приятно сделать небольшой уход за собой, за своим телом. И, кстати, сейчас я буду говорить вам про вечерний уход. В своем телеграм я делилась утренним уходом, поэтому заходите, смотрите. Плюс я там недавно выкладывала пост про уход за своими волосами. Так вот, у меня сейчас есть 2 фаворита для лица и 2 фаворита для тела. Начну, пожалуй, с лица. И здесь у меня 2 средства. Вы знаете, как я обожаю пенки для лица. Это мой любимый формат для очищения, например, когда я совершенно не использую макияж, но хочется очистить свое лицо перед сном. Либо, когда я смываю макияж, то все-таки нужно смыть остатки макияжа. И пенки с этим справляются на ура. У меня сейчас пенка гипоаллергенная от Icon Skin, и она здесь также не содержит ни отдушки, ни красители, ни СЛС. Пенка мягко, деликатно очищает мою кожу, то есть я чувствую такую приятную чистоту, но при этом без какой-либо стянутости, я не знаю, там, сухости или еще чего-то. Скорее наоборот, она успокаивает кожу, смягчает ее, и я бы сказала, что это такая некоторая палочка-выручалочка, как для вечернего ухода, так и для утреннего. И второе средство, которое я хотела попробовать очень давно, мне кажется, я даже говорила об этом когда-то на видео, это сыворотка с ретинолом. Теперь я ее попробовала и очень сильно жалею, что ранее не ввела ее в свой уход, потому что мне действительно понравился эффект. Эта сыворотка у меня также от Icon Skin, и она имеет вот такой, во-первых, минималистичный дизайн, белый цвет, все знаете, в моем вкусе. Но во-вторых, это, конечно же, сам эффект. Сейчас без преувеличения это лучшая сыворотка за последнее время, которую я пробовала. После первого использования, когда я нанесла на ночь, с утра я увидела, что моя кожа, знаете, просто такая увлажненная, подтянутая, и я подумала, ну, в целом хорошо. Далее я ее вот так использовала, прошла неделя, и я увидела вау-эффект. Моя кожа стала, конечно же, еще более гладкой, сияющей. И, например, мне 27 лет, у меня пока что нет возрастных морщин, но у меня есть мимические, особенно от улыбки, вот здесь вот. Я заметила, что они стали менее видны. Возможно, даже на камере это заметно. То есть у меня кожа, я бы не сказала, что проблемная, но даже на такой обычной коже я все равно увидела эффект. Ретинол — это то самое средство, которое борется с пигментацией, выравнивает тон, выравнивает в целом кожу, делает ее более подтянутой и борется с морщинами, будь то мимические, либо возрастные. И в целом придает здоровое сияние и подходит даже для проблемной кожи. В общем, теперь этот бренд ассоциируется у меня с минималистичным действующим уходом. И, кстати, пишите в комментариях, пробовали ли вы у них что-то и как вам их продукция, потому что у меня теперь только положительные эмоции, потому что ранее я ничего не пробовала от Icon Skin. Если получится раздобыть для вас промокод по своим блогерским связям, то он будет здесь и подарит скидку 15% на маркетплейсе Озон. И в целом эта косметика представлена как на маркетплейсах, так и в крупных косметических магазинах, например, Золотое Яблоко и другие. Ссылки я обязательно оставлю в описании. И 2 средства для тела, о которых я рассказывала вам очень часто, поэтому долго останавливаться не буду. Это, во-первых, масло для душа от бренда L'Occitane. Конкретно сейчас у меня шейкер, где и масло, и лосьон. Я могу сказать, что мне нравятся оба формата, и суть масла в том, что кожа сразу же становится такой нежной, мягкой, шелковистой, и далее даже не нужно носить крем. Но если вдруг я просто моюсь в душе, там использую мыло, далее я наношу на себя крем. У меня здесь любимчик от Avène. Он нереально такой, знаете, мягкий, вкусно пахнет, нежный, обожаю его, особенно он мне нравится на зоне ног, на зоне локтей, то есть чаще всего я не наношу крем абсолютно на все тело, я наношу именно на те участки, где у меня сухость, и я думаю, все так делают. После того, как мы поухаживали за собой внешне, самое время поухаживать внутренне. Уделить время своей душе, хобби сделать, там, заняться какими-то делами, которые вот лично наши, которые придают нам индивидуальности, уникальности, которые делают нас самостоятельной ячейкой общества, и пусть даже ваши близкие, друзья, родные не понимают, зачем вы занимаетесь этим хобби, зачем вы читаете по вечерам, зачем рисуете, зачем играете на каком-то инструменте. На самом деле не нужно искать одобрения у других, вот вы сами одобрили, и именно тогда будете действительно заниматься тем, что конкретно вас сделает счастливым. Потому что если заниматься только тем, что одобряет общество, одобряют близкие, то вы начнете этим заниматься, и будет казаться, что да, классно, вы будете себя убеждать, что мне нравится, но на самом деле вот
прислушивайтесь почаще к себе. Самый приятный пункт, я думаю, вы поняли, о чем я, это, конечно же, еда. Приготовьте вкусный ужин. Знаете, когда там Лёша уезжал на несколько дней в поездку по делам, я жила одна и думаю, как-то на себя, знаете, одну неохота готовить, тратить время и потом одной быстренько все съесть. Но я такая подумала, так, для кого я живу? Для других, для любимых, для близких. Но все равно мы — это ведь те самые любимые, те самые близкие, поэтому не жалейте на себя время, не жалейте на себя качественные продукты и, как говорит моя мама, вкусно питайтесь, готовьте дома, хорошо кушайте. Ну и в целом, на самом деле, есть куча разных рецептов, которые занимают мало времени, мало усилий и дают классный результат. И самый последний пункт, знаете, скоро лето. И чтобы это лето не прилетело так мгновенно, как все остальные, чтобы мы успели многое, то давайте уже сейчас уделим вечернее время тому, чтобы написать какие-то свои желания. Какие-то простые вещи, а может быть более сложные, то, что мы хотим осуществить. Поехать на шашлыки с друзьями, игра в бадминтон, просто все, что угодно. Главное, это запишите, сформируйте ваши желания. И знаете, есть такое свойство у сформировавшихся желаний, это свойство сбываться. Поэтому пусть у каждого из нас эта весна и лето пройдут ярко, наполненно, и потом будем вспоминать это, знаете, так, с приятными эмоциями. Хорошего вам вечера, не забывайте подписаться на канал, и опять-таки приглашаю вас в свой телеграм, потому что я там чаще на связи, я делюсь какими-то моментами своей жизни. Например, недавно мы с Лешей ездили смотреть в телескоп на звезды. Там я поделилась фотографией Луны, которую мы разглядели. Кстати говоря, иногда я на YouTube могу пропадать, например, я уезжаю в какие-то поездки или еще что-то. Поэтому в Telegram вы точно будете в курсе всех событий, поэтому обязательно присоединяйтесь и до встречи в новом видео. Пока-пока!